Всем привет! С вами МШ. Начало сентября 2014 года мы находимся в городе Припять. В принципе, в прошлом году, в прошлых сериях этого похода мы с вами такие основные достопримечательности осмотрели, но кое-что осталось за кадром. И сегодня я, наверное, покажу вам одно из самых таких жутковатых мест города Припять. Это медсанчасть 126-я. То самое место, куда привозили пострадавших в самое первое время после произошедшей трагедии. Будет довольно-таки неплохой фон, будет много всяких разных, там, как это называется, артефактов, и будет много чего интересного. Так что оставайтесь. Теплая апрельская ночь. В медико-санитарной части номер 126, впрочем, как и во всей Припяти, все спокойно. Больные лежат в стационаре, тихо спят малыши в роддоме, врачи и медсестры несут дежурство. Лишь иногда бригада скорой помощи выезжает на обычные выезды. Типичная ночная смена. Они еще не знают, что в 3 километрах от них на Чернобыльской атомной электростанции идет эксперимент, который через несколько секунд изменит их жизнь навсегда. Медсанчасть 126. Первое место в городе, познавшее всю глубину трагедии. Сюда привозили первых пострадавших. Здесь смерть настигла одного из них, а ее подвал до сих пор хранит страшные следы той катастрофы. Тревожный звонок в медсанчасть поступил сразу же после взрыва. Выехавший на место аварии фельдшер столкнулся с первыми облученными и, начиная понимать всю тяжесть положения, вызвал помощь. В царившей неразберихе многое шло не по плану. Так местный здравпункт оказался закрыт, и первых пострадавших пришлось обрабатывать не в санпропускнике, а прямо в карете скорой помощи. Ни о какой нормальной дезактивации не могло быть и речи. С них срывали одежду, давали что было и отправляли в Припятскую больницу. Но и то, что было, быстро закончилось, и пришлось отправлять, в чем одеты. Уже через 40 минут после взрыва в медсанчасть поступили первые 7 пострадавших. К утру их станет 108. Симптомы у всех были одни и те же. Головная боль, сухость во рту, тошнота. Все признаки острой лучевой болезни. Только один из пострадавших отличался от облученных – Владимир Шашинок. Инженер-наладчик системы автоматики. Он умрет через несколько часов от многочисленных травм. У многих остался в памяти обожженный Володя Шашинок. Он был мужем здешней медсестры. Лицо бледно-каменистое. Иногда к нему возвращалось полусознание, и он стонал: «Отойдите от меня, я из реакторного». В таком состоянии он еще помнил о других. Прибежала медсестра Людмила Шашинок. Еще не зная о состоянии мужа, спрашивала у всех: «Где мой? Не видели? Черный, с бородой». Поняла по выражению лиц. А потом включилась в общее окружение, ведь она медсестра, а здесь был фронт, Отечественная война. Именно так поняли обстановку многие. Умер Володя утром в реанимации. К тому времени там было уже много тяжелых больных. А у них светилось все. И они сами, и одежда, и личные вещи. Особенно у пожарных, которые бегали по крыше прямо по кускам графита и ядерного топлива. Чтобы хоть как-то сдержать непрерывно растущий в медсанчасти фон, персонал вынес обмундирование пожарных в одно из помещений подвала, где оно лежит и поныне.
Но ситуация все равно ухудшалась. Пострадавших становилось все больше. Врачей катастрофически не хватало. Отправили санитарку по домам. Да помогло слабо. В выходные все разъехались по дачам. А тем временем закончилась сменная одежда, и больных пришлось заворачивать прямо в простыни. Терапевтическое отделение было уже переполнено, и больных, лежащих в стационаре до аварии, отправляли прямо в пижамах домой. Старший фельдшер Татьяна Андреевна Марчулайте уже спустя час после аварии принимала больных в приемном покое. Вы только вслушайтесь в ее слова. Я увидела диспетчера скорой Масенцову. Она стояла, и слезы буквально катились из ее глаз. В отделении стоял какой-то рев. У привезенных со станции открывалась сильная рвота. Им требовался уход, а медработников не хватало. Но здесь уже находились начальник медсанчасти 126 Леоненко и начмед Печерица. Меня удивило еще и то, что многие из поступивших в военной форме. Это были пожарные. У одного лицо багровое, у другого, наоборот, белое как стена. Радиацией обожженные лица, руки. Топтунов и Акимов были красные как раки. Некоторых был сильный озноб. Зрелище крайне тяжелое, но приходилось работать. Только к утру, после обращения врачей, облученных начали обрабатывать в санпропускнике АЭС. Это дало некоторую передышку. А потом поток пострадавших возобновился. В течение дня поступило еще 24 облученных. К вечеру 26 апреля из 6-й клиники Института биофизики города Москва прибыла группа врачей. Они отобрали первую партию пострадавших, борт с которыми вылетел в столицу. На следующий день город был эвакуирован. Сегодня больничный комплекс медсанчасти остается одним из самых мрачных мест в городе. Остатки медицинского оборудования, фонящий подвал с вещами тех, кого уже давно нет в живых, гнетущая атмосфера заброшенности и, конечно же, история делает это место притягательным для изучения. Предлагаю вам составить мне компанию и для начала прогуляться по территории медсанчасти. Сегодня мы ознакомимся с роддомом, пищеблоком и неврологическим отделением. Если согласны, то у вас есть полминутки сходить подлить чаю, пока идет реклама. Привет, дорогой друг. Ты находишься на канале Felix Play. В общем, я думаю, ты понял, о чем этот канал. Да, тут будет полный урбан-туризм. Проект The Hate и многие другие проекты. Если тебя заинтересовало мое творчество, то подпишись на канал, не пожалеешь. Мы по доброй традиции, как всегда, забрались на 16-этажку. Перед тем, как куда-то идти, смотрим на строительство нового безопасного конфайнмента, как его любят называть, в общем, арки. Строится уже ее вторая очередь. Видите, такая маленькая. Скоро ее поднимут на уровень первый, состыкуют и там начнут двигать. В общем, все очень хитро, все продумано. Несмотря на неспокойную политическую обстановку в стране, строительство здесь идет, и это, в принципе, хорошо. Ну, ладненько. Наша задача пройти немножечко в ту степь. В принципе, сейчас все это дело проще, в отличие от ноября, когда мы были на виду, потому что не было зеленки. Сейчас это даже не заброшенный город, это так, лес с торчащими из него домами. Поэтому нам будет немножечко проще. По пути мы зашли, взяли респираторы, потому что они нам понадобятся, они тут заранее спрятаны были товарищем. Ну и заодно нашу хату посмотрели, где мы были в прошлом году. Ну, в принципе, с той поры ничего не изменилось. Тумбочки, перчатки наши забытые лежат. И с другой стороны тоже особо ничего не изменилось. Шкаф только вроде как перевернутый. Здесь тоже расстилалась палатка. Ну и, конечно, видочек из окошка. Нынче летний, не осенний.
снова мы бежим. Увидели белый микроавтобус. Кто там? Охрана или просто экскурсия? Мы уж проверять не стали. Листва быстро решает наши проблемы. 10 секунд и где мы уже? Непонятно. Но на всякий случай прячемся в доме. Ну, короче, белая тачка, которая стояла. От нее свалили. Вот такие вот дела. Идем по покинутому городу. Прислушиваемся, пытаясь выявить посторонние звуки. Но это сложно. Сегодня ветрено и сильно шумит листва. Шагов человека тут точно не услышишь. Впрочем, шум мотора, если что, различу. А пока что я иду и вспоминаю тот ноябрьский поход. Все-таки вторая половина осени – самое антуражное время для посещения ЧЗО. Зелень делает эти места более уютными. Яркие краски скрадывают грусть по ушедшему городу, не дают тоски и страху заползти в душу. Зеленая листва дает ощущение жизни, никак не ассоциирующееся с атмосферой заброшенности. Сами сравните с моими прошлогодними съемками. Зато тепло и сырость не пробирает до костей по утрам. А мы тем временем дошли до насосной станции и, бегло осмотревшись, вышли на территорию могильника. Будем спрямлять путь. 160. Мы, короче, прятались за этим холмом. Мы вот там вот были и тачку увидели, как она ехала вот там вот. Ну вот тогда-то было видно осенью, потому что листвы не было. Мы чешем по недостроенному кварталу Припяти, непостроенному, о котором я вам рассказывал. Дует ветер сильный, фон в районе 100-150 микрорентген, а мы спрямляем угол. Ветерок хоть дует, хоть не так жарко, потому что здесь осень, начало осени, как у нас, 200 микрорентген, как у нас лето, блин. Вообще пекло. Северным жителям непривычно здесь на юге, но зато здесь прикольно. На самом деле, если не знать, что это песок, можно подумать, что это просто выжженная земля, как раз радиацией. Просто Марс. Поэтому, может быть, некоторые думают, что здесь вся Чернобыльская зона отчуждения представляет из себя такой вид. Но я своими видяхами, ну и другие ребята своими отчетами показывают, что совершенно не так все здесь. Но, тем не менее, именно здесь это Марс. Марс, Никерс, НАЦ, 2 батончика радиоактивных, сбалансированный цезий и плутоний. Мы вышли вот оттуда с радиоактивного могильника, сейчас идем по лесочку и увидели вот такой вот памятник. Памятник бойцам, воинам Великой Отечественной войны, которые сражались за плацдарм на реке Припять, как гласит здесь табличка, ну и потом благополучно в ноябре 1943 года его захватили. И получается, спустя 70 лет, как раз вот в этих числах, там 14-17 ноября 2013 года, МШ с ребятами здесь благополучно тоже ходил. Но уже никого освобождать не надо было, удерживать плацдарма не надо было, главное было не спалиться. А так, вечная слава и всенародная память героям Великой Отечественной войны. Мы идем дальше. Проходим мимо кафе Припять. Про него я еще вам вкратце рассказывал во время своего первого видео, когда я еще с экскурсией здесь посещал. То есть в той стороне находится пристань, речной вокзал. Но зацикливаться на этом не будем. У нас есть те места, которые еще не отсняты. Так что продолжаем движение прямо. Конструкции, поддерживающие крышу этого кафе, чем-то мне напоминают опоры линии электропередач на 750 киловольт. Ну, впрочем, сами можете сравнить. Есть что-то немножечко схожее в этом. Припять. Сколько воспоминаний и ассоциаций рождается в голове, когда слышишь это слово.
Ну и вот, немножечко пройдя, мы оказываемся у здания медсанчасти. Того здания, которое приняло в себя самых первых пострадавших от аварии, и которых позже увозили отсюда уже в 6-ю клиническую больницу города Москвы. Так как мы находимся днем, и риск спалиться, конечно, чрезвычайно высок, мы уже наткнулись на одну машину, то я быстренько проникаю внутрь через разбитое окно и оказываюсь в таком холле. Здесь нужно ходить постоянно с дозиметром, радиометром. То есть, в принципе, так посмотрите, ничего особо интересного нету. Но вот эти вот вещи, и главное, вот это, наверное, тряпочка. Самое опасное здесь это подвал, то место, куда сбрасывали радиоактивно зараженные вещи. Периодически туда некоторые любители ходят в этот подвал посмотреть, пошугаться фона, одевают они всяческие бахилы, пакеты на ноги и так далее. Выходя, они их оставляют, и от них тоже немножко фонит. А вот это вот такой вот артефактик, обычная неприметная тряпочка. На нее даже не обратишь внимания, если не будешь о ней знать. Сейчас мы измерим фон от нее. Я перевел дозиметр в режим поиска, то есть последняя цифра, которая сейчас горит, вот 3 или 6, это означает 30-60 микрорентген и так далее. Начинаем приближаться к ней. Фон растет, уверенно так. И в самой близи он уже достигает весьма неплохих значений, практически в 3 миллирентгена. Но он даже 3,5. Я думаю, что если я дозиметр положу на нее, то намеряю и все 10. Но как-то не хочется загрязнять рабочую поверхность дозиметра всяческими бяками. Вообще, по уму, надо убирать такие вещи в полиэтиленовый пакет, потому что частица может осесть радиоактивной на нем и сбивать его показания в более высокую сторону. Сама 126-я медсанчасть не ограничивается только основным помещением. Здесь есть неврологическое отделение, есть свой роддом, есть пищеблок, ну и много чего тут есть, поэтому я предлагаю вначале прогуляться по этим зданиям, хотя бы вкратце. Естественно, мы не будем снимать Санту-Барбару, но так, основное я вам покажу, а потом уже мы спустимся в подвал и на этом закончим прогулку по этой медсанчасти. А пока пойдем вот туда вот, во двор. Кстати, это как раз вход в тот самый подвал, но пока мы пройдем мимо. Место действительно немножечко уже жутковатое своей вот этой вот историей и тем, что творится там, под этой бетонной плитой. Выходим во внутренний двор. С крыльца видим железный лист, закрывающий подвальное окошко. Уровень фона здесь порядка 100-150 микрорентген. Вентиляционная шахта, видимо, подвала, может быть, там здесь было сделано что-то типа убежища. Ну, а мы с вами пойдем. Куда мы пойдем? Ну, пойдем туда. Акушерство и гинекология. Здание роддома. Идем в него. Земля перед входом в роддом просто изрыта кабанами. Просто неимоверно. Да, в общем, реально кабанью помощь можно вызывать в огород. Они, конечно, не как трактор ровненько, хаотично, но все перероют. Просто жесть. Входим в роддом. Как я вам уже рассказывал, Припять отличалась довольно-таки высоким приростом населения, в том числе за счет рождаемости, поэтому здесь появлялись на свет маленькие киндеры. Ко мне очень часто ВКонтакте стучатся ребята, школьники, у которых год рождения там начинает 95-го, 98-го, и город рождения стоит Припять. Я этому немножко улыбаюсь. Но это явно ребята чуть-чуть переиграли в сталкера. Вот. А так, в принципе, если есть кто из Припяти, кто меня смотрит, те, кто тут жил, добро пожаловать в комментарии. Комментируйте, говорите, потому что я часто бываю неточен из-за того, что, естественно, я не обладаю всем спектром информации об этих местах, а только говорю, что вижу. Моя задача простая – снять и максимально достовернее передать словами то, что я увидел своими глазами. Дополнить видеоряд, скажем так, поднимаясь на самый последний этаж.
Огромное количество ртутных ламп, это нужно учитывать. Конечно, здесь гуляют сквозняки, ртуть выветривается, но тем не менее, сколько стекол, однако, но тем не менее нужно помнить, что каждая лампа содержит в себе несколько миллиграммов, десятков миллиграммов ртути, которая не шибко полезна для здоровья. Поэтому разбитая лампа есть хорошо. Как всегда, табличек не сохранилось. И вот первое, на что я наткнулся, сразу дает понять, что это была щитовая. Вот он, пожалуйста, щит. Раскуроченный, раздрюканный. Щит сделан в СССР по тех условиям 1971 года. Знак качества. Проходим в кабинет. Ну и видим что-то связанное с родильным отделением. Наверное, какие-нибудь тут весы были для грудничков. Не знаю, ребят, я не рожал, поэтому не очень в курсе, как тут что происходит. У меня это... Я даже видео G-груды не смотрел, поэтому я тут ничего не скажу. Ну вот такая вот огромная мегалампа подсветки на таком мега-кронштейне просто. Ну и здесь, видимо, находился, может, родильный стол, может, какой-нибудь хирургический, ведь женщинам, будущим матерям иногда делают кесарево сечение, не просто так все проходит, не всегда гладко. Но я оставлю эти рассуждения куда-нибудь в сторону, потому что я не врач и могу только констатировать факт, что здесь что-то делали. Так как это роддом, так как это лампа, так как здесь находятся столы, то здесь явно либо рожали, либо делали какие-то экстренные операции. Ну, а это, наверное, помещение хирургов. Сейчас мы пройдем. Множество утеплителя, много раковин. Здесь, наверное, находилась подсобка, где медсестры готовили всякий разный инструмент. Скальпели, всякие зонды, я не знаю, что там, спирт, ватки, капельница и т.д. и т.п. Конечно, мне в жизни довелось полежать в больницах, но все равно, к сожалению, в основном все сводится к просмотру сериала «Интерны». Хотя, в принципе, помню, лежал я в травматологическом отделении. Но это тема отдельного рассказа. Упадет, не упадет, как вы думаете? Отойдите подальше. Сейчас мы настроим. Опа. Блин, снег. Здесь вот, кстати, небольшой, поэтому можно не бояться. Ну, в общем, вот такая вот штука. По-моему, помимо того, что на ней, ну, как бы с помощью нее работать, она как еще этот аппарат атлетический можно было покачать. Мышцы поотжиматься, подтягиваться и так далее. В общем, жестокая штука. Просто по-советски такая. Чуть подальше обнаружили еще вот такую вот лампу, только в более компактном исполнении. Интересно, вот эта рукоятка для чего нужна? Ну это просто, видимо, брать за нее. На полу лежит газета «Правда» от 9 марта 1986 года. И банка в плесени. Спустившись на этаж ниже, обнаружил такой вот комплекс комнаток. Мне почему-то это напоминает такой инкубатор. Может быть, здесь находились недоношенные дети, такие маленькие кроватки под них. Ну и, скорее всего, какая-нибудь тут оптимальная температура соблюдалась, там вся фигня. А может быть и для обычных грудничков, я уж не знаю. Но почему-то мне кажется, что это какое-то специальное помещение. Тем не менее, вот так вот оно выглядит. Несколько комнаток, идущих в ряд, с индивидуальными дверьми. Сверху, ну, здесь освещение, может быть, какие-то сигналы горели. Больше, в принципе, мы ничего не видим. Щит управления, такие красные пластиковые коробочки, немножко нестандартные. Не очень часто я их встречал. Сверху, кстати, одного из таких помещений находятся лампы. Это, видимо, для кварцевания. Источники ультрафиолетового излучения. По закону подлости очень часто те помещения, назначение которых и так, в принципе, понятно, судя по вот коечкам, да, это палата, заодно дублируется такими надписями, которые подтверждают, а вот что-то более сложное приходится уже догадываться, и подписи нету. А здесь, помимо назначения этой комнаты как палата, видимо, еще вовсю строили движки и прочее электрическое оборудование силовое на медь. Очень огромное количество сердечников, от трансформаторов, от двигателей и так далее.
Но весь предпоследний этаж, видимо, посвящен палатам, в которых лежали роженицы, будущая мама на сохранение, ну и так далее. О, а вот и зеркало. Даже можно в себя посмотреть. Няша, как ты выглядишь? Ты выглядишь неважно, Няша. Интересно, это гинекологическое кресло или нет? Я как-то не довелось бывать в таком, но вот, тем не менее, креслице серьезного такого вида. По мне так, наверное, в советское время у девушек поход к гинекологу, наверное, что сейчас к стоматологу был. В общем, жесть. Блин, а это что такое? Как будто инструмент для наказания. Шомпол, блин, какой-то. Электродвигатель, привод. Жуть. А сбоку от этого кресла такой специальный пакет. Хорошо, ладно, он пустой. Третий этаж. Физиологическое отделение послеродовый. Постдежурные акушерки. Ага, ну то есть здесь лежали уже мамаши, которые родили. А я думаю, что тут еще какие-нибудь на сохранении лежали. Хотя, черт его знает. В конце этажа находится холл с двумя такими грузовыми лифтами. Ну, точнее, грузопассажирскими, потому что если там, наверное, начинались схватки и вниз. Или наоборот, когда родила, наверх, там, снизу и по палатам. Второй этаж представляет из себя дикую дичь из, видимо, постельного белья какие-нибудь, наверное, раньше что-то одеяла были, фиг знает. Сестра, хозяйка. Такой шрифт, конечно, своеобразный. Озорной, я бы сказал бы. Так, что у нас находилось на втором этаже? Ну, я надеюсь, что чуть подальше на посту акушерки дежурной будет написано, а здесь явно был склад лекарств. Огромное количество просто различных флакончиков. Реопалагусь, блин, какой-то. Дайте-ка еще, блин, он еще запакованный даже. Реопалагусь. Стерильно, внутривенно, плазмозамещающий раствор. Цена 3 рубля 20 копеек. Годен до 89-го года. То есть этот раствор немножечко уже просрочен. Ну и, в общем, здесь можно найти кучу всякого ненужного и просроченного. Нефиг тут делать. О, ничего себе. Это, видимо, утки или судно, как они там называются. В общем, для того, чтобы, не вставая с кровати, по большому, по маленькому ходить. А это, видимо, устройство для опорожнения всего этого дела. Такой продвинутый утка, судно, унитаз. К сожалению, в холле второго этажа не сохранилось стенда, который нам скажет о назначении, поэтому будем считать второй этаж суднохранилищем. Первый этаж, естественно, самый темный, потому что растительность буйная, не пускает солнечный свет, полное отсутствие всего-либо. Кстати, мы посмотрели в шахту лифта, лифт находится еще на один этаж ниже, то есть здесь есть такой подвал. Ну, подвал роддома – это не подвал самого основного здания медсанчасти, поэтому сейчас быстренько тоже в него заглянем, но там не думаю, что что-то такое особенное будет. Ладно, пойдем сразу в подвал. Ничего я тут интересного не вижу. Здесь, наверное, где-то... еду готовили в пищеблоке, который себя представляет отдельное здание и находится в другом месте немножко. Мы спускаемся в подвал. Подвал немножко сыроват. Фон здесь более-менее нормальный. Но это, видимо, техпомещение. Сюда в том числе приходил лифт. Давайте сейчас так быстренько по подвалу пройдемся. Здесь, наверное, санузел, и душевая. Здесь, по-моему, что-то знатно горело. А горели, видимо, кабели, питающие электродвигатели для систем вентиляции. Здесь технический этаж подвальный. Вот идут турбопроводы различные, DL8. Ну, я думаю, что здесь теплопункты и так далее. Дальше я смотрю, что там уже подзатоплено. Поэтому, особо мы выпендриваться не будем заходить. Хотя, блин, любопытство нас гонит. О, а здесь, видимо, была котельная всего этого дела. Или, может быть, здесь подогревался как раз воздух, который использовался для вентиляции. Щит управления, воздух. И здесь, наверное, да, шел какой-нибудь подогрев. Причем я не удивлюсь, если подогрев шел водяной. То есть здесь стояли форсунки, которые разбрызгивали воду. Там радиаторная решетка виднеется. И, в общем, как-то это все дело нагревалось или охлаждалось. Может быть, не форсунками, а просто через пропуском воздуха через радиатор.
Ну, в общем, это для нагрева, охлаждения, в общем, для кондиционирования воздуха. Как же все-таки за 3 десятка лет все заросло? Здание пищеблока и молочной кухни находятся совсем рядом, а я и не заметил, как промахнулся мимо, приняв одно за другое. Мы подошли к молочной кухне. Это я позже пойму, что не прав. А пока наивный МШ погуляет по молочке, думая, что это кухня для взрослых. А сейчас попытаемся попасть в это самое здание. Правда, тут настолько все жестко заросло. Что это такое, шиповник, что ли? Ну, в общем, походу, да, шиповник, что я даже не знаю, что делать. Сейчас попробуем через подвальчик метнуться. Внутри здесь ничего такого. Здесь, вот так вот я немножко подсвечу, благо динамический диапазон камеры позволяет. Здесь, видимо, теплопункт. А фон снаружи в районе 500 микрорентген. Так что валить надо отсюда скорее. Сейфы с едой. Ну, я иначе вот эти вот плиты, я не знаю, что это такое, не могу назвать, потому что, блин, это настоящий сейф, блин. Гермозатвор, блин, недоделанный. Ну-ка. Не, привод уже, видимо, закончился, поэтому загерметизироваться. А, не, вон, она там пытается выдвинуться. Ладно, чё с ней. Очень неплохо герметизировалась эта дверца, и там готовились ништяки. Большое количество вот таких вот бутылочек. Вообще, по идее, здесь рядом находится буквально метрах 30 здание молочной кухни. Не знаю, может быть, оттуда что-то привозили сюда или отсюда туда, без понятия. Но суть в том, что не у всех мам наливается грудь и дает много молока, к сожалению. Поэтому некоторые мамы не могут дать своим детям пропитание, и его готовят искусственно. Вот на молочных кухнях, а, видимо, в этих бутылочках это все дело доставляется. Дабы юный киндер мог немножко перекусить. Ну, чтобы не забыть, как все правильно готовится, здесь висят еще такие плакаты, как приготовить соки из сырых овощей, фруктов и ягод. В общем, кому надо, стоп-кадрите и изучайте. А мы пойдем в сторону все-таки молочной кухни, пройдемся. Я ее среди деревьев не вижу, но я верю, она должна быть где-то здесь. Здание молочной кухни почему-то отделено вот таким вот забором от всего остального. Я не знаю, может быть, это был такой спецобъект медицинский, но тем не менее, как есть, так есть. Сейчас с вами пройдем в него. Сразу у входа я вижу подвал, там какие-то бутылки хранятся. Спускаться не хочу, этих подвалов за глаза хватит. На молочную кухню это, честно говоря, не особо похоже. Это больше на какое-то такое, то ли административное здание, то ли какое-то хозяйственно-бытовое. Земляночка. Немножечко все встало на свои места. Это здание, где мы были, это и есть молочная кухня. То есть там готовили молоко для грудничков. А с другой стороне находится пищеблок. Идем туда. А забором как раз все было отделено просто по причине того, что мы вышли за пределы территории больнички. Вот такие вот дела. Ну, что поделаешь. Я тут в первый раз могу позволить себе немножко попутаться. Здание пищеблока. Входим. Двигатели, блин. Сколько же отсюда меди-то взяли? Боюсь себе представить. Ну вот это уже больше, да, похоже. Да, плиты уже для нормальной еды. Там, видимо, пастеризовалось молоко. Поэтому оно и выглядело так довольно специфично. Молочный. Видимо, либо холодильник, либо я уж не знаю что. Ну, в общем, холодильники, овощи сырые, холодильники, кухни и так далее. Это помещение полностью было предназначено для приготовления пищи для пациентов этой припятской медсанчасти. Мучной. А это похоже на хлебопечку. Такая вот она, хлеб припятского производства. Вот если бы мне попался в руки хлеб припятского производства 2014 года, я бы, наверное, отказался бы. С того этажа, на котором мы находимся, ведет вниз такой спецовый лифт. Видимо, внизу хранились продукты, и они доставлялись таким микровозовым лифтом сюда наверх. Рыба, 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 сырая ясь. Когда говоришь фразу «природа берет свое»,
можно подразумевать многое. В том числе и вот такое вот вырос. Семечко проросло, разрослось и выбило нафиг все камни. И даже вот это металлическое крепление немножко, точнее оградку, вот это погнуло. Жесть просто. Мы находимся в неврологическом отделении. Такой небольшой инфостендик, который раньше, видимо, подсвещался лампочками. Можно было почитать полезную информацию о том, как советская медицина открыла современные методы определения возбудителей многих болезней, а также почему-то немножко рассказов про Библию. Вообще, конечно, так посмотришь, вроде и Библия особо под запретом не была. И вот говорят, что в Украине, там СССР, допустим, в Украине запрещал украинский язык, так мы ночевали в квартире, где была книжка на украинском, поэтому я думаю, что многое это уже придумано после, чтобы сквернить Советский Союз. Ну, впрочем, кто его ненавидит, тот его ненавидит. С этим ничего не поделаешь. Выглядит неврологическое отделение весьма трэшово. Я думаю, что сюда в изобилии попадают осадки. Несмотря на то, что мы находимся на 2-м этаже, сверху над нами еще есть этажи, но вода сюда затекает усиленно. Здесь сыро. И даже несмотря на то, что несколько дней уже не было дождя, здесь еще мокро. Интересная такая палата с большими окнами аж до пола. Но я думаю, что если бы это было современное время, то здесь бы находились огромные стеклопакеты. Сейчас окна немножко дешевле стоят. Поэтому вот так вот солнечно и красиво. И, наверное, психологически спокойнее было лежать в таких вот открытых палатах. Когда я лежал в больнице, честно говоря, такого очень сильно не хватало. Поэтому я постоянно сваливал в самоволку немножко прогуляться по парку. Потому что в больнице очень тяготило. А в такой палатке даже ничего, полежать можно. Главное, соседи, чтобы были интересные. О да, мои любимые стеклоблоки. В большом количестве и почти все хорошо сохранились. Хорошо, что здесь не было никаких придурков, которые любят их и бить. О, вообще. Блин, главное, чтобы она не рухнула сейчас. Дупло в окно. В следующей части еще больше интересного. Мы изучим основное здание медсанчасти. Встретимся и познакомимся с теми, от кого убегали в начале видео. Спустимся в жуткий подвал и исследуем заброшенный морг. Оставайтесь на канале, с вас лайки, репосты и главная подписка. С вами был МШ. До новых видео.